В начале 2011-го Филипп Морен, только что покинувший Electronic Arts, решается на создание своей собственной студии вместе с бывшими коллегами из Ubisoft Давидом Шатанёвым и Хьюго Даллером. Трио страстно желает воплотить возникшую идею и, с трудом заполучив финансирование, наняв ведущего программиста и технического художника, наконец приступает к ее реализации. Первоначальный замысел игры возник довольно быстро, сразу после того, как мы уволились с прежних постов. Сама концепция образовалась из сочетания идей и знания того факта, что мы будем небольшой командой, и необходимо крайне разумно подходить к масштабам. Замысел стремительно обрастал деталями, несмотря на ощутимые ограничения. Студии показался интересным вариант с таинственной лечебницей, где соединялось бы множество теорий заговоров. Ключевым фактором оказалась возможность внедрения прибора ночного видения по сугубо вынужденным, ресурсозатратным соображениям, что команда горячо обсуждала, опираясь, например, на опыт Давида Шатанёва в разработке Splinter Cell, и даже на довольно жуткое видео под названием «Резиновый Джонни», благодаря чему и зародился центральный сюжет игры. Все это казалось чем-то особенным для индустрии, малоизученным, преимущественно в контексте жанра хорроров. Мы думали о видеокамере в качестве прибора ночного видения. Так у кого же может быть видеокамера? У репортера? Ну, хорошо. Репортер проводит расследование. Что он расследует? И далее все вытекало из этого. Итак, что же происходит внутри лечебницы? А внутри лечебницы царит настоящий ад, переполненный расчлененными трупами в лужах крови и дерьма, садомазохией, развратом, созданиями, что пугает своей мерзостью и уродством, и, возможно, чуточку некрофилии. И растущее безумие здесь не сбавляет оборотов. Нет, к концу ты и вовсе приходишь к мысли, а не сошел ли я с ума, если привык к такому? Глаза – это действительно то, что травмирует вас больше всего. Ко всему остальному в какой-то момент вы привыкаете. Просто очередной рабочий день. И вот оно, начало. Вроде бы спокойное, но немного тревожащее. Нам открывается вид на готический пейзаж приюта для душевнобольных. Однако что в данный момент отличает его от психиатрического центра в городе Буффало, кроме темного леса и мертвой тишины? Может быть, наличие саундтрека, который я намеренно не вставил, и который задает не только отличительный характер происходящему, но и погружает игрока в необходимое состояние. Где же взять такой саундтрек? The main goal is to make the player suffer. Стоп! Это Самуэль Лафлам, композитор и ответственный за то, как звучит и ощущается Outlast. Для Самуэля все началось в раннем детстве. Уже в 3 года будущего композитора обучали игре на пианино, хоть и в дальнейшем занятие быстро сменилось разными детскими увлечениями. В возрасте 9 лет его взору предстал Бэтмен Тима Бёртона. Правда, на языке оригинала. Тогда проблема состояла в том, что единственная доступная копия фильма шла на английском, а мне было всего 9 лет. Я не мог достаточно хорошо понимать диалоги, и мои родители пытались переводить их в реальном времени. Однако незнание английского позволило Самуэлю сконцентрировать внимание на другом. Его глубоко тронула музыка Дэни Эльфмана, выдающийся музыкальный прецедент, что поменял всю его жизнь. Будучи подростком и слушая так много саундтреков, от Ханса Циммера из «Скалы» 96-го до музыки из фильма «Скорость» за авторством Марка Манчини, он был ими очарован, прекрасно осознавая факт влияния саундтреков на восприятие и успех кинокартин. Я часто играл в некую угадайку при просмотре фильмов, где пытался назвать композитора, оценивая по музыке, прежде чем увидеть его имя в главных титрах. Это помогло мне лучше распознавать почерки авторов. Годами позже Лафлам поступил в Монреальский университет, где посещал занятия по электроакустической композиции. Он открыл для себя новые жанры и направления и влюбился в такие группы, как Radiohead и Nine Inch Nails. А уже в нулевые начал сочинять музыку для телевидения, документальных и художественных фильмов, даже для цирковых и иных представлений. Но все-таки, что связывало его с видеоиграми?
Мне очень нравится тема Зельды. Настоящая классика. Как и музыка Mortal Kombat 90-х. Я помню некоторые темы из Echo the Dolphin на Sega Genesis, что может звучать забавным. И мне импонирует Shadow of the Empire Джоэла Макнили. К тому же, я прекрасно помню музыку первых Warcraft и Starcraft. Yes, my lord. Your command, yes. Как ни странно, Самуэль небольшой фанат жанра ужасов, особенно если в таковых проектах отсутствует акцент на повествовании. Он имел опыт игры в хорроры, когда был подростком, одним из которых являлась малоизвестная фантазмагория. И только устроив с друзьями своеобразную вечеринку, Лафла мог спокойно насладиться полной жестокости игрой Роберты Уильямс. А в начале уже знакомого нам 2011-го в прокат вышел детективный триллер «Слепое пятно», за авторством чего саундтрека стоял Лафлам. Это плавно подводит нас к ответу на поставленный вопрос. Выяснив, откуда и у кого брать саундтрек для окончательной реализации замысла Red Barrel, спрашивается, как его сделать? И чтобы ответить на этот вопрос, я взял интервью Самуэля Лафлама. Hey, I haven't asked, but I'm curious to speak because now the game is more than 10 years old. And the first one was like, oh, maybe he's talking about like Outlast Trials, and I was no, that's the story of the first Outlast. В 2012 году я встретил нескольких людей, основавших студию по производству инди-игр. Мне понравилась идея написания оркестровой музыки для их проекта, и я чувствовал, что у меня есть возможность оставить след в этой истории, которая стала огромным успехом, известным как Outlast. Это был первый подобный проект Самуэля, заядлого экспериментатора, самоучку и перфекциониста, удачно имевшего связи в игровой индустрии в лице своего друга Сэма Жерардена из Game On, который в то время занимался аудиопродюсированием Outlast'а. Жерарден и познакомил Лафлама с Филиппом Мораном, оценившего работу композитора в «Слепом пятне». Те рассуждали о возможности использования музыки в качестве одного из инструментов повествования, после чего осознали схожести представлений правильного саундтрека. Это стало главной причиной заинтересованности Самуэля в работе над проектом, и команда поставила цель – создать нечто непревзойденное. So I would prefer to work with friends and people that I'm super close to, and then together we work to create something really, really special. So it doesn't matter in the end if it's horror or a thriller or comedy, because if I'm working with people that I love, we all know that we work in the same mindset for the same goal. And it always depending on the sensibility of the person I work with. So it's great to be on the same page. Перед написанием музыки Лафлам потратил довольно много времени, пытаясь понять, чего конкретно команда намеревалась достичь. Необходимо было убедиться, что окружающий звук и музыка не наслаиваются друг на друга. Чтобы музыка была захватывающая и притягательная, но в то же время создавала пространство для саунд-дизайна, отображавшего атмосферу ужаса. Они хотели музыку, похожую по стилю на произведения Шостаковича и Пендерецкого. Хотели, чтобы музыка вселяла в игрока постоянное чувство тревоги и страха. С Самуэлем команда много говорила об эталонах жанра, на примере «Острова проклятых» Мартина Скорсезе или «Психо» Альфреда Хичкока. Они описывали ему свое видение игры, а вышедшие годами ранее «Амнезия The Dark Descent» и знаменитая серия Silent Hill приводились наглядными образцами желанного результата. Вдохновение же при написании саундтрека Самуэль находил в сиянии Стэнли Кубрика и в работе одного из своих любимых композиторов, Эллиота Голденталя над «Третьим чужим». Не обошлось и без первой части sci-fi хоррор-серии, в обсуждении которой отмечали схожий концепт запертого в страшной ловушке героя. Remember, I was talking about the first Alien. So I was thinking, okay, I don't think we need this dreamy stuff like in Alien, but how could I bring mystery without bringing too much tension and scariness in the beginning? Because otherwise I would like kill my opportunities to build tension later in the game.
This is why in the beginning it's more sad and you feel more loneliness, because it was my only other elements that I wanted to tell to the audience or the player. Like, this is the story we're telling right now. Изначально у команды отсутствовал какой-либо оркестр, а все, что было на руках, это онлайн-набор сэмплов. В связи с чем Самуэля принципиально не устраивала выходящая партитура из-за схожести с чужой, коммерческой музыкой, и он начал работать с живыми инструментами, подбирая музыкальные ансамбли. Именно здесь и сформировался уникальный звук игры, передающий готическое настроение. Во время записи перкуссионных инструментов мы нашли один замечательный звук. Он был создан с помощью тарелки от барабанной установки и смычка от скрипки, и был очень похож на человеческий крик. Этот звук стал отправной точкой при написании музыки. When I was young, I was interested by finding the universal music, like music that would be heard and understood anywhere on the planet. Basically, the two elements that are really universal is the sound of a mother, so the female voice, and the heartbeat. I have a teacher at university and he was telling us like what make people scared is when the music is outside of the human voice range. So that symbol, that percussion, it resonated a bit like a woman screaming. Anyway, so it was really interesting to experiment and see what sound could put us in a strange and give us scariness and fear. Самуэль писал партии струнных и духовых инструментов, начав с этих гармоний, чем активно пользовался саунд-дизайнер игры при создании уже конечного так называемого крика. Между тем, прежняя необходимость команды отпала, ведь музыка и саунд-дизайн отныне существовали как единое целое. И порой было трудно понять, это так написана музыка или перед нами всего лишь пугающие эффекты. Джон был саунд-дизайнером игры, и мы находились буквально на одном уровне. Ему нравилась моя музыка и эксперименты с ней, а я пользовался чем-то из его работ. Например, для написания темы World Rider. И собираясь раз в неделю у Red Battles, мы с Джоном обсуждали, чего еще сможем достичь и как интегрируем это в игровой процесс. Оставалось прописать историю в музыке, выделив важнейшие части сюжета. В большинстве случаев звук в игре достаточно абстрактный и ненавязчивый, но все же Лафлам намеревался создать узнаваемую мелодию, избегая простой хаотичности. Нужно было что-то страшное, но запоминающееся. Что-то, что пугало бы независимо от того, сколько пройдет времени, дабы игрок ощущал не только значимость момента, но и приближение опасности. Лафлам хотел заигрывать с воображением игроков, блестяще используя самые сильные звуки, найденные во время творческого процесса, как бы предупреждая о том, что будет дальше. Но так было не всегда. And when you think about it, it makes sense with the first Outlast. You have this night vision. Because of this night vision, you start to imagine, like, is there a monster there or is there a person there? Because you imagine, like, a lot of the things that happen. And most of the time, the music starts and nothing happened, you know? Just because we wanted to give some seeds to the player to start to imagine, like, oh, maybe there's like an enemy coming. And the less information you give, the more the player will be using his imagination to fill the gap. So it was super interesting for us to explore this avenue. Однако в игре, где одной из главных вещей наравне с видеокамерой и толпой психов является крайне динамичный побег от них в духе Mirror's Edge, просто-напросто не избежать этого самого преследования, в момент которого за диким ужасом ты начинаешь испытывать резкий прилив адреналина, судорожно ища спасения, пока игра всячески заставляет тебя думать наперед, чтобы, не дай богу, повернуть не туда. Благодаря таким эпизодам Outlast и раскрывается во всей красе, полностью соответствуя своему заглавию и жанру, и сильнее всего здесь первобытному страху способствует музыкальное сопровождение. В конце концов, когда вы пишете музыку для напряженной сцены, ваша главная задача состоит в том, чтобы создать нечто, побуждающее бежать. When you think about it
like the story is about loneliness. Вызывать страдания можно и не пугаясь вечными пациентами или нанороем из преисподней. Достаточно заглянуть на происходящее с иной стороны. История неудачливого Майлза так же трагична, как и история всех тех, кого он встречает на своем пути, неважно, живыми или мертвыми. Лечебница – пристанище холодного одиночества, и каждый ее заключенный – лишь безнадежный, слоняющийся кусок мяса, в который медленно превращается и главный герой. С самого начала мы всюду наблюдаем стремительное разрушение, что по инерции губит и наше восприятие. К концу нас не заботит безумие вокруг, и мы уже вряд ли надеемся выбраться отсюда. There's a lot of melancholia in my music, and I don't know where it comes from. It's my way to touch people, maybe. Most of the time, it helped me to bring another layer of something more emotional. So I started to experiment some melodies that would give me this sense of sadness and tragedy. And during the process, what happened is, because I didn't know that I would use this song for the end and the beginning. I figured it out in the end of the process, like maybe 2 weeks before they locked the game. And I was like, oh, it could be interesting to just make a full cycle. I knew in the beginning that I wanted to start with that piece of music, but I didn't know that I would use this melody in the end. And this is why there is this super tense and action music in the end credits, because I thought in the beginning that the end credits melody would be the ending of the game, like super tense, and because you becomes the swarm, but like this. And we realized it wasn't the right tone for that theme, so we just put it in the end credits. And then I was asking myself, okay, so how could we end it? And it came to me like, oh no, that's obvious, like it's a tragedy. I had to remind to myself like what was the story we were telling at the moment. And just like I reused that melody and tried it in the end. I was like, okay, so if I could reach a certain level of scariness and action in the end, then I would be able to make a break and come back to the beginning of the game and just remind the player that it's a tragedy. И снова начало. Или уже конец. Пейзаж вокруг поменялся до неузнаваемости. Несмотря на полную визуальную схожесть с тем, что мы лицезрели в начале, настроение и ощущение от нахождения перед монструозным адом на земле кричат не об уверенном энтузиазме и поиске правды, а о скорой гибели. Когда работаешь над подобной игрой столько времени, ты настолько привыкаешь к ней, что не знаешь, получилась ли она, пока не сыграешь. Но когда ты играешь в эту игру полностью и начинаешь страдать от страха, это хороший признак того, что все работает.